Поистине ужасная вещь в климатической катастрофе заключается в том, что нам не нужно ничего делать, чтобы она произошла. Бизнеса, как обычно, достаточно. Сила вымирания в его финальности. Это социальный эквивалент последней стадии рака, за исключением того, что это происходит со всем обществом. В соответствии с международными научными данными, если проблему глобальных изменений климата откладывать на потом, то непоправимый ущерб для экосистем планеты может быть нанесен к 2030 году, то есть через 10 лет. Конкретно это означает массовый голод и тотальный социальный коллапс. Многие просто пропускают эту информацию через себя, эмоционально с ней не соединяясь. Или они все еще верят в то, что правительства будут выполнять свои обязательства, защищать людей. Но если бы это было так, то за 40 лет научного консенсуса антропогенного глобального потепления вы бы, наверное, уже увидели снижение выбросов парниковых газов. А вместо этого выбросы стремительно растут. Если вы на стороне жизни, то необходимо ломать систему. У нас есть небольшое окошко времени, и решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь массивные последствия за пределами любого воображения. И если вы не понимаете, что происходит, я не собираюсь вас убеждать. Дело не в посыле. Смерть — это не посыл, это реальность. Поэтому нам просто нужно быть теми, кем мы являемся, и говорить правду. А правда требует действий. Я составила список действий для моей конкретной ситуации. Надеюсь, что это вдохновит вас на перемены в каких-то собственных сферах жизни. Давайте пройдемся по этой таблице, начнем с конца. Офсеты. То есть я хочу компенсировать свой углеродный след. Зеленый цвет здесь означает, что я этой цели добилась. Как посчитать свой углеродный след? Нас живет 5 в квартире 70 квадратов, здесь эти дурацкие футы. Электричество у нас 100% из возобновляемых источников энергии. Я перерабатываю мусор на металл. Пластик в Швеции кидают в обычный мусор. Стекло, бумагу и биоотходы. В общем, поставим «да». Питание веган. Если поставить мясоед, то годовой след углекислого газа увеличится почти на 2 тонны. Есть и русские калькуляторы углеродного следа, например, на «Посади лес», но они не учитывают тип питания. Я сушу вещи на воздухе, у нас энергоэффективные лампы, все приборы энергоэффективные. Хожу пешком или езжу на велосипеде. На самолете я летаю раз в год из Европы в Новосибирск 6000 километров, хотя этот перелет всегда компенсирую отдельно. Поставим еще один короткий перелет в год, хотя по Европе я стараюсь ездить только на поездах. В отелях я пару ночей в год. Получается, что мой след 8 тонн почти углекислого газа в год, и необходима посадка 111 деревьев в год, чтобы его компенсировать, исходя из того, что одно дерево ежегодно поглощает 0,07 тонн. 111 деревьев не даст 10 000 рублей, которые необходимы для того, чтобы выбирать, где они посадят мои деревья, поэтому куплю 125 деревьев и двухлетний агроуход за ними. Отдельно хочу сказать пару слов насчет сервисов по восстановлению деревьев и доверять ли им. Я лично пользуюсь двумя, это российский «Посади лес» и 8 Billion Trees, которые высаживают деревья в наиболее критичных зонах на планете. Там у меня подписка на посадку 10 деревьев в месяц и на консервацию 100 деревьев. То есть в общем и целом я выхожу где-то на посадку 300 деревьев в год. Учитывая, что за 1 секунду вырубается 1000 деревьев в мире, или в плане России ежегодно исчезает площадь леса размером с 6 территориями Москвы, мой взнос — это капля в море, но мое кредо — не делай ничего, потому что не можешь сделать все, сделай хоть что-то. И да, я доверяю этим сервисам по восстановлению лесов. Если вы не доверяете, можно либо самостоятельно сажать лес, что еще круче, либо выбрать любой другой способ офсета своего углеродного следа. Следующий пункт — квартира. Здесь я разбила на 5 подпунктов. На мой взгляд, самые важные из них — это размер. Мы переехали в 70 квадратов, нам хватает. У меньшего дома не только меньшее воздействие на окружающую среду в плане затрат ресурсов на строительство и последующего поддержания, я имею в виду затрат на отопление, электричество, но также это позволило нам купить эту квартиру без кредита, и тем самым мы не платим проценты банку, который инвестирует в грязные отрасли. Второй подпункт квартиры – чистое электричество. У нас контракт с местной шведской компанией Göteborg Energi, у которой преимущественно гидроэлектроэнергия, и плюс к этому инвестиции в солнечную и ветряную энергию. Также они в целом очень ответственно работают навстречу климатической устойчивости своего города. Третий подпункт – все наши приборы энергостандарта А++, хотя меня немного бесит, что здесь не 3 плюса. Затем в Швеции достаточно популярны общественные огороды, которые принадлежат многоквартирному дому. У нас на стройке такого огорода нет, и я сейчас пытаюсь договориться об этом с нашим ЖЭО.
Также я хочу, чтобы наш дом установил солнечные панели. В Швеции с 2019-го инвестиции поддерживаются на 20%. Для этого я сейчас переписываюсь с Северным Лебедем. Это эко-маркировка Скандинавии. И если у меня получится организовать, то на следующее собрание нашего дома придет некий Рикард из шведского энергетического управления, который проконсультирует ЖЭО насчет солнечной энергии и точки окупаемости. Следующий пункт – налоги. Ваши причисления мне на Патреоне не должны облагаться налогом, потому что я убрала фиксированные суммы. А раз вы сами определяете сумму, то в соответствии с Патреоном это становится чем-то вроде donation. С другой стороны, есть другой подпункт. Мне все равно нужно декларировать налог на доходы. Проблема здесь в том, что я не хочу платить налоги, потому что государство поддерживает эксплуатацию животных и грязные индустрии вроде нефти. Поэтому я активно думаю над тем, как бы мне организовать свою деятельность так, чтобы не платить государству за насилие и эксплуатацию ресурсов. Что касается моих вкладов. С рождения Юли у нас открыт детский вклад, который дети получат, когда им будет лет 20. Мы просто ежемесячно перечисляем туда половину детского пособия. Это инвестиционный сберегательный счет, по-шведски «Kapitalförsäkring», означает, что при изъятии денег налога на доход платить не надо будет. Там я инвестировала в шведский индекс-фонд, который соответствует моим экологическим критериям. На той платформе, где я инвестирую, Avanza, их можно себе настроить в профиле, так называемая печать устойчивого развития, значок которой потом отображается на конкретных фондах. По той же логике я инвестирую свои деньги. Проблема в том, что когда я создаю свою печать устойчивости и выбираю максимум критериев для охраны окружающей среды, 64 фонда доступны. Но стоит мне перейти в следующий и убрать еще опыты над животными, то остается всего 3 фонда. А если убрать все грязные отрасли, останется 2 фонда. Один из них с облигациями, очень низкой доходностью, не подходит. И второй с очень высоким процентом управления фонда тоже не подходит. Поэтому в моей таблице этот пункт желтым, буду что-то другое искать. Затем шведский банк, где у нас обычный ежедневный счет. Я сейчас оформляю нам Экобанкен, который лидирует в шведском рейтинге климатических инвестиций. Он является участником глобального альянса банков с общей миссией использовать финансы для обеспечения устойчивого экономического, социального и экологического развития. В России пока нет, в их сети ни одного банка, есть в Украине, Монголии даже есть. В общем, посмотрите, где вы живете. Мой русский вклад у меня в Тинькове. Я писала им насчет зеленого инвестирования, они сказали, что возьмут на заметку. Меня это, конечно, не устраивает, и я буду выводить деньги. Я записала себе несколько вариантов. Либо уйду в один из 2 банков России, которые соответствуют принципам ответственной банковской деятельности, финансовой инициативы программы ООН по окружающей среде, Совкомбанк или Центринвест, либо присмотрюсь к покупке в России квартиры в доме, который является пилотным проектом по генерации природной энергии с помощью солнечных панелей и ветроустановок в Новосибирске, либо эти деньги выведу под восстановление лесов или участок с огородом. И последний пункт – это пенсия. В Швеции на часть пенсионных отчислений можно самому определять, в какие фонды инвестировать. У меня там фонд устойчивой энергии. Но оставшаяся часть мне недоступна, и меня бесит, что эти деньги вложены в грязный бизнес. Я написала в пенсионные фонды обеих стран. Если интересно, я оставлю таблицу в описании к видео. Была бы моя воля, я бы обнулила свою пенсию и потратила на проекты по восстановлению окружающей среды. Мне важнее будущее моих детей и нашей планеты, зависящее от решений, которые принимаются сейчас, чем моя пенсия в 2050 году. В общем, как видите, я работаю над устранением того, в чем участвую косвенно и неосознанно, потому что никогда бы не участвовала в этих отраслях прямо и сознательно. Я за радикальные перемены. Они не происходят в одночасье. Для большинства, как и для меня, это начинается с разговоров, с изучения, с небольших изменений и кирпича за кирпичом заложенного в фундамент совершенно другого существования. Я здесь, чтобы помочь другим начать свой путь к радикальной устойчивости. Хотя мы все понимаем, что по-настоящему радикально здесь лишь одно – безответственное паразитарное уничтожение биоразнообразия и близость к социально-экологическому коллапсу, а не наша попытка предотвратить это. Я не раз говорила, что не зря именно мы с вами живем в это решающее время. Мы должны покончить с этим бардаком здесь и сейчас и построить новое будущее. Единственные, кто способен остановить транжирство ресурсов – это мы.